Всем добрый день. Сегодня заедем с 2.5 Форестером. FB18 против FB25. Форестер в комплектации премиум. Дороги у нас сами видите какие, поэтому машины сегодня будут грязные обе. Обе машины на зимней резине. У меня китайская новая шина, одета пару дней назад. У него не знаю, посмотрим какая. Я на 101 бензине, а он на 95-м. Но у меня, правда, больше полбака бензина. Что из этого выйдет, не знаю, посмотрим. Вот он сзади едет. Как машина едет на зимней резине, мне, честно говоря, не нравится. Это, наверное, резина такая не суперская. Машина и так мягкая сама по себе. Ну и плюс еще вот затяжные повороты, которые с уклоном, с хорошим заходишь и чувствуешь, как машина просто съезжает. На протекторе просто уходит в сторону. Может то, что свежий протектор, может быть то, что слишком мягкий состав резины, может быть то, что слабая боковина. Но когда шину я эту трогал руками, так сказать, было отчетливо видно, что очень жесткая боковина. Но наделали вот такая вот ерунда получается. Ну ладно, посмотрим, как оно будет. Ну, в смысле, хром ты имеешь в виду? Вот здесь заглушка, да. Чтобы здесь была лампочка, Ну да. а здесь хром. Заморочился, нашел. 1,20 тысяч. Надо, и так пойдет. То есть не сделал, заморочился, но не сделал, да? Кого? Какого года? 21. 21. Уже другой автомобиль. Но они турбо Отличаются. да. И ее подчеркнули вот этими всякими черными вставочками. Стало гораздо. Но это он еще грязный. А что, у меня тоже на моешь, он стоит такой. Что выглядит? Бразилыч? Вот, да, именно вот эти черные элементы ему добавляют, рейлинги всякие. Вот Нет, брутально. тоже будет. Ну да. В принципе, да, все возможно. тоже Зато самое. кошак есть. А там полностью черный. Может, не может быть все однотипно. Ну да. Мне пацанило, тоже там субарист. Ему что-то 5-е поколение не нравится, он на 4-м катается. Скидывает фотку, ну, как у тебя, вот это черная. Смотрится, перекрась себе тоже. Я что-то потом подумал, думаю, да ну. Он говорит, это кто-то перекрасил. Перекрасил. Да. Я думаю, как так? Потому что давай искать турбовый нахожу. Думаю, какой перекрасили, болван идет там. А я что рискнул перекрасить, я сейчас перекрашу. Уж проще тогда на разборке вот эту снять и черный поставить. Да, будет проще, чем перекрасить. Ну да, а это еще же эти X-брейки есть. У тех прям черная. Вот она реально черная. Вот эта. А там она какая-то темно-темно-серая. То есть у них бы черный, и она тоже выделяется, вот этот вставка. Сегодня должен был X-брейк приехать, но что-то не приехал. Не приедет? Сегодня не может. Это глянул. Сказал бы, как он хорошо выглядит. У тебя тоже какая-то бочка непростая. Нестандартная, так скажем. А, тоже непростая, да? Да, простые они унылые очень. А у тебя там что-то такое. Ну, что-то стандартное, но отличается от серийных, так скажем. По-моему, японец тоже что-то делал с ним. Да, издали они выглядят как-то по-другому. А вблизи обычные. Так, в общем, поедем сейчас с 2.5, кто быстрее. 2.5 или 1.8 Форестеры. СК кузовы. СК9 против СК5. 2,5 литра против 1.8 турбо. Многие хотели этот замер, сейчас он состоится. Немножко было неудобно, но поехали мы вроде весело. дальше не поедем.
Так, до 120 упало тормоза по сравнению с SJG. Этот тормозит намного увереннее. Сейчас мотором тормозит, помогает. С 60 тормозим в пол. Ну как в пол? Усилие на педаль не очень большое было, а машина остановилась четко там, где надо. То есть я не давил педаль в пол тормозом. И при этом машина уверенно остановилась. 8.11 получилось. Помчался. Там корочку это догоняет. Единственное, сложно с двух педалей стартовать и давать сигналы. Еще один заезд. Ты с двух педалей пошел? Да. Я думал, без двух педалей. А у меня аж лучший вариант. А у тебя с одной лучшей. Давай без педалей. Давай. Сейчас он просит без педали. Будет немного неправильно, потому что у меня самый лучший вариант это с двух педалей. Он просит, чтобы я с двух педалей не стартовал. То есть я поеду чуть медленнее, а он поедет лучше. Я затупил. Затупил, но мы поехали. Китайская резина. Вот мы оттормаживаемся. И все так уверенно, настолько быстро я оттормозился в этот поворот. Фантастика. Тормоза шикарные тут. 8.16. Но сейчас он был ближе, потому что я проспал старт. Но даже проспав старт, очень уверенно, когда турбина дунула, в один прыжок вырвались вперед. Блин, мне эта тачка вообще нравится. Я не имею в виду, что прям супер гонка, там лучше SJG едет. SJG больше эмоций дарит, но эта машина в совокупности с комфортом для 1.8 она нормально едет для таких размеров. Очень неплохо она едет. Ну что скажешь? Сказать? Да. А ты что, поехал? Или у меня так быстрее с места рвет? Нет, Педали. я затупил чуть-чуть. Просто когда ты нажимаешь на сигнал, ну тебе как-то не получается мозг сразу нажать на сигнал и на педаль. Ну я смотрю, ты что перестаешь. Ну, насколько ты на корпуса, ну, наверное, 3 ушел вперед, Мгм. и все. И дальше не уходишь. Вот же на вот именно, знаешь, я так заметил, где-то вот в начале, в принципе, одинаково идут. Потом, ну, где-то вот до километров до 50 доходят, до 60. Все, твой быстрее пошел. Километров где-то до 130 доходят, до 120, и все, и пошли одинаково. Вот от 60 до 120 вот в этом промежутке у него какой-то вывод есть. Ну да, турбина. И вот он на корпуса 3 уходит вперед. Ну, Я когда на сигнал нажал, понял, что я как бы с газом провалился. Ты нажал, я вижу, что ты поехал, но я тоже прижал педаль газа и понял, что как бы легко, уверенно прыгнул за тебя, вперед тебя. То есть можно, так сказать, давать некую фору, все равно потом уедешь. ну, в принципе, да. Что может влиять? Ну, не шибко повлияет. Вес. Ну ты на сколько? В 2 раза? Не 2 раза. Килограмм на 30 ты тяжелее меня. Ну да. И может быть то, что резина тяжелее. 60-я стоит. Ну и бензин. У тебя сотый, Ну у меня бензин, да, но хотя типа спорят.
Спорят, да, с этим? Да, что бензин не влияет. Типа у вас не спортивные машины, вам сотый бензин не нужен. Ну, Типа что-то того. ну, то есть, ну, может где-то разница в секунду. Ну, где-то вот плюс-минус. Где-то на летней резине, я думаю, что он где-то 8 пойдет. Да, возможно. На каком топливе еще? Ну, еще можно попробовать. Но я еще знаю, можно колесики полегче ставить. Народ же покупает, чтобы красиво было, а я могу читерить, так сказать. Берешь диски очень легкие, резину легкую и еще скидывать с разгона. Нет, тут у меня резина тяжелее. тут одинаково. Резина тяжелее. Но моя 12,7 весит. А где там есть написано? Не, я взвешивал. Ну, у меня тяжелая резина. Я не знаю сколько, но она тяжелая. Все равно, даже если все это учесть, все эти нюансы, все равно он чуть-чуть быстрее. У него турбо Да, будет. да. Хотя 1,8. Хотя 1,8. Я когда думал, что турбо, да, ну что такое слово турбо значит быстро. Потом думаю, такой быстрый, это ж 1,8, что там, куда ехать? А когда начал кататься, ну вот замеры делать, думаю, нифига себе, Да он почти едет. твоему не уступает. Да, так самый прикол, что вот эти SJG, они ж не все так едут, как мои. То есть только ухоженная, не отжатая машина способна ехать 6,5 секунд. Четвертое поколение. Потому что я помню, мне говорят, вот, что, с турбо. Я по трассе по той новой летел, я догнал этого. Четвертое поколение? Нет. В четвертом поколении я не тягался. Второе поколение. СГ. Ну, тоже там 240. Да. Я его ушатывал. Они ж, ну они уже временем как бы нету. Он там... Да-да-да. Я и всё У равно меня его- здесь был случай, я на четвертом поколении, вон там стою, здесь гонки какие-то небольшие, я там стою, пью чай. Подходит ко мне девчонка, говорит, не хочешь проехать с фориком? А я же понимаю, что тут все не просто так собрались, у всех моторы, наверное, мощные. Спрашивает, что там, сколько, 300 сил? Она, ну да, наверное. Думаю, да хер с ним, поехали. Выкатываюсь, подъезжает СГ, белый такой в обвесах, с литьем, там девчонка у него сидит. Ноздря вот это на капоте. И я тогда вообще не знал, как ездить на этих, на четвертом поколении. И что такое две педали, я вообще не знал. Она встала, дает отсечку, он такой раздувается. Ну, я слышу две педали, думаю, проиграю. С места такой на 3 корпуса где-то улетел. А я просто педаль в пол нажал. И я понимаю, что я-то его догоняю, съедаю. Где-то на середине, за 200 метров, я, короче, уже ушел от него далеко. Хотя он прыгнул с места за счет 2 педалей далеко. И потом начались вопросы. Вот здесь меня догоняет такой, ну, мы вот развернулись. Че, у тебя там турбо, что ли? Я говорю, ну да, турбо. А я думал, не турбо. Ноздри-то нету на капоте. А я такой думаю, странно, а что ты на турбовом с нетурбовым гоняться собрался? Унизить хотел, что ли? Перед девчонкой не получилось. Да, вот такая вот А фигня. этот, смотри-ка, Да. считаясь и на летней резине, он до 7, говоришь, да? И Да, он считает, что на стоке. почти не уступает. Не уступает, если... Я ему поставил полегче. Да, я бы поставил 17-й облегченный, и он бы с 7 выезжал свободно. Ну вот и да. Тебе 280 30 лошадей. тысяч, да, платить? Но когда у тебя 177 ничем не уступают. Это такой более... То он тоже едет, тоже рулится, но более такой, знаешь, спокойный. Ну, как с дивана дома такой вышел, сел и на диване помчался. Но, тем не менее, быстро и... Кто? Вот этот? это, да. Просто комфортная тачка, быстрая. Уверенная и безопасная. Ну да. А SJG, он немного деревянней, Ну. и за счет этого, ну, как-то больше ощущений передается от дороги тебе. Ну, этот больше просто эмоций. едешь в комфорте. Да, это просто в комфорте едешь и во все повороты Нет, въезжаешь. хватает. Самое интересное, что вот мы когда до 140 дошли, Мгм. ты там не сбрасывал же газ? Не, Я не смотрю, помню. нет. Ты перестал уходить, все. А, как ну, уехал может на быть. 3 корпуса вперед, и все, и перестал уходить. Всё, Возможно. я на хвост сел и погнал. Ну да, да, так это было, кстати, на протяженном участке. Вообще не отставал. Потому что я подумал, отстал, ну, так смотрю, не особо отстал. Это можно хорька обогнать. Это вообще прикол. Как так? 1,8 обгонит хорька. Надо найти, заехать. Ну видишь, да, вот Форестер как сделали. Да.